Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые следки. Они получаются ажурные, выглядят очень красиво. Узором связана елочка. Вверху я связала небольшую резиночку 2 на 2 голубой нитью, и также голубой ниточкой я связала немножко подъема и подошву. Подошва, как вы видите, цельная, вязаная. Швов никаких на подошве нет. В данных следках идет один шов по манжету. Следки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию вот таких вот красивых следков, давайте разберемся с принципом их вязания. Данные следки вяжутся из такой вот заготовочки. Изначально я набирала на спице 50 петель и вязала резиночку 2 на 2. Если померить в сантиметрах, это получается резиночка моя 2 сантиметра. Если вы хотите, чтобы в ваших следках резиночка была чуть-чуть побольше, вяжите так, как вам больше нравится. Мне захотелось сделать ее минимальную. После того, как мы с вами вывязали резиночку, мы начинаем вывязывать вот этот манжет. Манжет вместе с резиночкой примерно вот 10 сантиметров. Получается 8 сантиметров манжет и 2 сантиметра резиночки. По манжету я уже начала вывязывать основной узор моего следка. Данный узор, получается, состоит из 6 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Получается, так как мы вяжем этот рисуночек поворотными рядами, я набирала то количество петель, чтобы делилось на 6 плюс 2 кромочные петли по бокам. После того, как мы с вами вывязали вот этот вот манжет, мы начинаем вязать мысок. На мысочек я отдаю 14 петель. Получается, 12 петель это узор мой состоит, 2 раппорта в ширину и 2 кромочные петли. И по бокам у меня остается по 18 петель. Если померить в сантиметрах, мой мысочек до убавления петель составляет примерно 10,5 сантиметров. Размер ножки регулируется вот именно этим мыском. Манжет, резиночку вы вяжете для всех размеров взрослых следков одинаково. Регулируете только длину данного мыска. Получается, после того, как я вывязала мой мысочек, я примеряю данную заготовочку на манекен ножки, вы примеряете на свою ногу. И вот этот вот мысочек должен закрывать полностью ваш мизинчик. Вот эти вот 3 платочные дорожки, когда мы убавляли с вами петли в мыске, как раз таки пойдут на закрытие остальных ваших пальчиков. Я вяжу свои следки на размер ножки 35-36. Получается, если вам нужен больше размер ноги, нежели вяжу я, просто вяжите свой мысочек длиннее, и потом получается, когда мы будем поднимать по контуру заготовочки все наши петли, у вас по краю мыска получится больше петель, чем у меня. И за счет этого у вас получится следок на больший размер ножки. После того, как вы определились с вашим мыском и отрегулировали его под свой размер ноги, мы, получается, убавляем петли на пальчики. Убавление петель на пальчике примерно вот 1,5 сантиметра. Смотрите, мысочек, подъем и резиночка примерно вот 22 сантиметра составили. И после того, как мы с вами вывязали мысок, мы начинаем вязать подъем следка, состоящий из 5 платочных дорожек. И далее вяжем подошву. Подошва цельновязанная. После того, как вывязали подошву, делаем один аккуратный шовчик. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 50 петель. Кромочную петлю снимаю, не провязывая, и далее вяжу 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные,
2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом вы вяжете до конца ряда, чередуя 2 лицевые петли и 2 изнаночные. В самом конце у меня осталось 2 петли, я вяжу 1 лицевую, так же как и в начале, и кромочная вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд. Переворачиваем наше вязание и приступаем ко второму ряду. И второй ряд у нас идет по лицевой стороне. Вяжем все петли по рисунку. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее вот по рисунку у меня идет изнаночная петля. Я ее так и вяжу, изнаночные. Далее вот 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом вы вяжете все петли по рисунку. Как они расположены, так вы и вяжете. Мы, получается, с вами провязали 2 ряда. Далее самостоятельно вяжете все петли по рисунку. 3 изнаночный ряд и 4 лицевой ряд. Встретимся, когда провяжете самостоятельно 2 ряда. Я самостоятельно, получается, провязала 2 ряда. И у нас получилась вот такая резиночка 2 на 2, буквально 2 сантиметра я привязала ее. Далее мы эту ниточку обрезаем и будем вязать ниткой розового цвета. Прикладываю ниточку розового цвета, никакие узелочки я не делаю, просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета. Ниточки все подтягиваем, и далее вот этой вот розовой ниточкой я провяжу все петли изнаночные, все без исключения. Только внимательно смотрите, чтобы петли у вас не перекрученные были. Вяжите за правые стеночки. Таким образом довязываете ряд до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной также, так как она у нас кромочная. После того, как мы с вами провязали один ряд ниточкой розового цвета, мы с вами будем приступать к вывязыванию узора наших следков. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем раппорт узора. 3 лицевые петли. Далее мне надо провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я вот эти вот следующие 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И получается, за верхние правые стеночки я провязала 2 петли вместе одной лицевой. Далее я делаю накид. 1 лицевая. Данные 6 петель составляют раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. 3 лицевые петли. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провяжу эти 2 петли как одну лицевую за правые верхние стеночки. Далее делаю накид и провязываю 1 лицевую. Мы с вами провязали уже 2 раппорта в ширину данного узора. Далее до конца повторяете данный раппорт самостоятельно. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Встретимся в начале второго ряда. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 2 изнаночные петли. Накиды вот эти вот вяжем за верхнюю длинную стеночку, чтобы у нас в узоре образовывались дырочки. Далее делаю накид и провязываю 2 петли вместе одной изнаночной за верхние стеночки. Провязываю обратно 2 изнаночные. Данные 6 петель составляют раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. 2 изнаночные. Далее делаю накид, провязываю 2 петли вместе одной изнаночной за верхние стеночки и 2 изнаночные. Мы с вами провязали 2 раппорта в ширину. Далее повторяете до конца самостоятельно.
Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая. Далее мне надо провязать 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Для этого я вот эту вот первую петельку переверну и провяжу их вот 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Делаю накид и провязываю 3 лицевые петли. Мы с вами провязали раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. 1 лицевая. Следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я вот первую петельку переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И провязываю эти 2 петли как 1 лицевая за правые верхние стеночки. Делаю накид. Далее провязываю 3 лицевые петли. Далее получается данные вот эти вот 6 петель раппорта повторяете до конца ряда самостоятельно. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 4 изнаночные петли. Делаю накид. Следующие 2 петли провязываю вместе как 1 изнаночная за верхние правые стеночки. Данные 6 петель мы с вами повторяем. 4 изнаночные петли. Делаю накид. Следующие 2 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Повторяем до конца самостоятельно. Пятый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 1 лицевая петля. Делаю накид. И далее мне надо провязать 2 петли вместе с наклоном уже влево. Я ввожу в свою правую спицу сразу в 2 петли, за нижние стеночки провязываю как 1 лицевая. Далее 3 лицевые петли. Данный раппорт узора в ширину повторяем. 1 лицевая, делаю накид, далее провязываю 2 петли вместе 1 лицевой за нижние стеночки, с наклоном получается влево, далее 3 лицевые петли. Далее данный раппорт узора в ширину повторяете самостоятельно до конца ряда. Шестой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе 1 изнаночной за нижние правые стеночки слева направо. Для этого я вот эти вот 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. Рабочую ниточку переношу перед работой. Смотрите, вот эту вот правую спицу я ввожу сначала во вторую петлю и вывожу через первую петлю. И вот эти вот 2 петли вот таким вот образом я провязываю 1 изнаночной. Далее делаю накид и 2 изнаночные. Вот это является раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. 2 изнаночные. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. И надо эти 2 петли провязать 1 изнаночной петлей слева направо. Рабочую ниточку я переношу перед работой. Вот эту вот правую спицу я ввожу сначала во вторую петлю с самого низа и вывожу через первую петлю. И вот таким вот образом эти 2 петли я провязываю 1 изнаночной. Далее делаю накид и 2 изнаночные петли. Вот этот вот раппорт узора из 6 петель мы повторяем до конца ряда самостоятельно. Седьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 3 лицевые петли. Далее делаю накид. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе с наклоном влево. Для этого я ввожу спицу сразу в 2 петли. За нижние правые стеночки я провязываю эти 2 петли как 1 лицевая с наклоном влево. Далее вяжу 1 лицевая. Данные 6 петель составляют раппорт узора в ширину. Еще раз повторим. 3 лицевые петли. Накид.
2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Далее получается раппорт повторяете самостоятельно до конца. 8 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе, 1 изнаночной, так же как мы вязали в предыдущем изнаночном ряду слева направо. Для этого я вот эти вот 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. Рабочую ниточку располагаю перед работой. Правую вот эту вот спицу сначала ввожу во вторую петлю снизу вверх и вывожу через первую петлю. Вот таким вот образом. Далее мы эти 2 петли провяжем 2 вместе 1 изнаночной петлей. После того, как мы с вами провязали 2 петли вместе, делаем накид. И далее 4 изнаночные петли. Вот накид предыдущего ряда провязываем изнаночной петлей. И следующие 3 петли. Первая, вторая и третья. Получается, вот эти вот 6 петель составляют раппорт узора в ширину. Давайте еще раз повторим. 2 петли я разверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. И провяжу их 1 изнаночной. Завожу вот эту вот правую спицу снизу вверх, сначала во вторую петлю и вывожу в первую. И провязываю эти 2 петли изнаночной. Далее делаю накид и 4 изнаночные петли. Повторяем раппорт. Разворачиваем вот эти вот 2 петли, чтобы у нас правые стеночки лежали снизу. Рабочая ниточка остается у нас перед работой. Правую вот эту вот спицу вводим сначала во вторую петлю и выводим через первую петлю. И провязываем вот эти вот 2 петли 1 изнаночной. И далее 4 изнаночные петли. Мы с вами провязали 3 раппорта в ширину. Теперь таким же образом данный раппорт повторяете до конца ряда, состоящий из 6 петель. Встретимся в конце 8 ряда. Мы с вами провязали 8 рядов. Это составляет раппорт нашего узора в высоту. Далее получается самостоятельно вяжем еще вот таких вот 2 раппорта, повторяя с 1 по 8 ряд. Встретимся, когда у вас будет провязано всего 3 вот таких вот раппорта, таким же образом, как мы вязали ранее. Я вывязала самостоятельно 2 раппорта, и у меня сейчас провязано всего 3 раппорта. Это наш манжет. Если померить в сантиметрах, вместе с резиночкой это получается примерно вот 10 сантиметров. Если вы хотите, чтобы ваши следки были повыше, нежели чем мои, тогда вы можете связать еще дополнительно 1 раппорт. Я приступаю к вывязыванию мыска. У меня сейчас на спице находится 50 петель. На мысочек я отдаю 14 центральных петель. И это как раз получится 2 раппорта нашего узора плюс 2 кромочные петли. И по бокам у меня остается по 18 петель. Получается, вот эти вот 18 петель с каждого края мы вязать не будем. Мы будем вязать только центральные 14 петель. Поэтому перенесем вот эти вот все петли на 3 разные спицы. Получается, на одной спице у вас будет 18 петель, на второй спице 14 петель и на третьей спице 18 петель. Я воспользуюсь вот такими вот булавочками. Вот я распределила мои все петли на 3 спицы. 2 боковые части я перенесла на булавочки. Вот эту вот центральную часть я буду сейчас вывязывать вместе с вами. Получается, вот этот вот весь манжет мы с вами вывязали. Теперь нам надо вывязать вот этот вот мысочек таким же узором. Рабочую ниточку свою я не обрезаю, потому что мы этой ниточкой еще будем вязать 4 ряда нашего подъема. Поэтому вот здесь вот ниточку рабочую я оставляю, а для мысочка мы возьмем ниточку либо со второго клубка, либо с середины моточка, также розового цвета.
Получается, прикладываем ниточку, никаких узелочков, ничего не делаем, просто потом вот этот вот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И приступаем к вывязыванию нашего основного узора. Первую петлю я провяжу лицевой, так как у меня смена нити. И далее приступаем к вывязыванию первого ряда нашего узора. 3 лицевые петли. Следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном вправо. Я правую спицу завожу за вот эти вот 2 петли, за верхние правые стеночки, и провязываю их одной лицевой. Далее делаю накид. Провязываю 1 лицевую. Данные 6 петель составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 3 лицевые. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая. Последняя петля будет у нас идти кромочной. Мы ее на протяжении всего вязания вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 2 изнаночные петли. Накиды все провязываем за длинную верхнюю стеночку. Далее делаем накид. И следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе, 1 изнаночной. И далее 2 изнаночные петли. 6 петель мы провязали, это составляет раппорт узора в ширину. Повторяем. 2 изнаночные петли. Накид, 2 петли вместе 1 изнаночной петлей. И также 2 изнаночные. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу 1 лицевая. Следующие 2 петли мне надо перевернуть, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их 1 лицевой за верхние правые стеночки. Делаю накид и 3 лицевые петли. Повторяем. 1 лицевая, переворачиваю 2 петли, провязываю 1 лицевой, накид и 3 лицевые. Последняя кромочная. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаю я петлю, далее 4 изнаночные петли, накид, 2 петли вместе 1 изнаночной. Повторяем. 4 изнаночные петли, накид, 2 петли вместе 1 изнаночной. Последняя кромочная. Пятый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 1 лицевая, накид. Следующие 2 петли вместе мне надо провязать с наклоном уже влево. Для этого я подхватываю нижние стеночки правой спицей и провязываю 1 лицевой. Далее 3 лицевые петли. Повторяем. 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые петли и кромочная. Шестой ряд. Первую петлю кромочную снимаю, далее 2 изнаночные. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провяжу их 2 вместе петли слева направо. Рабочая ниточка у меня перед работой, подхватываю с изнаночной стороны 2 петли и провязываю их 1 изнаночной. Далее накид и 2 изнаночные. Повторяем. 2 изнаночные. Переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. Рабочая ниточка перед работой. Я правую вот эту спицу с изнаночной стороны подхватываю сначала вторую петлю и вывожу через первую петлю. И провязываю их 2 вместе 1 изнаночной. Накид, 2 изнаночные и кромочная. Седьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 3 лицевые петли, делаю накид, следующие 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевой петлей, далее 1 лицевая. Повторяем. 3 лицевые, накид,
2 петли вместе с наклоном влево одной лицевой петлей, 1 лицевая и кромочная. И остался 8 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее мне надо перевернуть 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу. И провязываю эти 2 петли одной изнаночной слева направо. Рабочая ниточка перед работой. Я вот эту вот правую спицу завожу сначала во вторую петельку и вывожу из первой. И провязываю вот эти вот 2 петли одной изнаночной. Далее накид и 4 изнаночные петли. Повторяем, 2 петли переворачиваю. Провязываю их одной изнаночной слева направо, накид, 4 изнаночные и кромочная. Мы с вами провязали один раппорт нашего узора именно для мыска. Теперь дальше каждый самостоятельно еще должен связать таких вот 4 раппорта в высоту, состоящих из 8 рядов. Я, получается, вывязала мой мысочек. Один раппорт мы, как помним, с вами вместе провязали. И самостоятельно я, получается, провязала второй раппорт, третий, четвертый и пятый. Всего у меня мысочек состоит сейчас из 5 раппортов. В нерастянутом виде мой мысочек на данный момент примерно 12 сантиметров. Общая заготовочка 22 сантиметра. Вот это вот расстояние моего мыска для каждого размера ножки будет разное. После того, как вы закончили вывязывать вот эти вот 5 раппортов узора по мыску, вы вот эту вот заготовочку примеряете на свою ножку. Я сейчас примерю на манекен. Вот этот вот вывязанный нами мысок должен закрывать полностью ваш мизинчик. Если, допустим, вам не хватает вот этой вот длины мыска, либо вам много, регулируйте данный мысочек под свою ножку. Получается, если вам нужно связать следок большего размера, вы вот этот вот мысочек вяжете до убавления петель длиннее примерно на пару рядов, нежели чем у меня. И поэтому вот когда мы будем поднимать петли по контуру вот этой вот заготовочки, у вас здесь по краю получится больше петель, и соответственно размер вашего следка получится большего размера, нежели чем у меня. Если соответственно вам нужен следочек на меньший размер ножки, тогда именно вот эту вот длину мыска до убавления петель вы вяжете меньше, чем у меня, и соответственно у вас здесь по краю мыска получится меньше кромочных петель. И когда мы с вами будем поднимать петли по контуру вот этой вот заготовочки, чтобы вывязать подъем нашего следка, у вас на спице будет меньшее количество петель, нежели чем у меня. И соответственно размер вашего следка получится меньше. Ориентируйтесь примерно на мои вот эти вот размеры, примеряйте заготовочку на свою ногу и регулируйте именно вот этот вот мысочек, чтобы вам получить больше либо меньший размер следка. И после того, как мы с вами вывязали данные вот 5 раппортов, мы начинаем убавлять петли именно для мыска. Убавлять петли я буду до 8 петель. Продолжать вывязывать рисунок я уже не буду. Я буду вязать платочными дорожками убавления петель. Это значит, все петли мы вяжем лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Первая кромочная петля у меня снимается, не провязывая. Далее я переверну вторую и третью петлю, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провяжу эти 2 петли как одной лицевой за правую верхние стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, накидываю также вот за длинную стеночку верхнюю я вяжу, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня в конце ряда остается 3 петли. Я вот первую петлю, это у меня накид, и вторую петлю провяжу вместе одной лицевой петлей за верхние стеночки, и последняя кромочная вяжется изнаночной. Мы с вами убавили 2 петли. Второй изнаночный ряд мы вяжем просто все петли лицевыми, за исключением кромочных. Первую петлю мы снимаем, далее вторая,
третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и 12 петля также кромочная. Третий ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее также вторую и третью петлю я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И вяжу далее все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. Вот у меня осталось 3 петли на спице. Я первую и вторую петлю провяжу вместе одной лицевой за верхние стеночки. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Пятый ряд убавления петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, вторую, третью петлю провяжу одной лицевой петлей. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на спице остается 3 петли, я первую, вторую петлю провяжу также одной лицевой и последняя кромочная. И далее у меня идет 6-й изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжем лицевыми петлями. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 петля. Кромочная вяжется изнаночной петлей. Мы с вами убавили петли мыска до 8 петель. Все, мысочек наш мы больше не будем вязать. Ниточку рабочую я обрезала, кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Сейчас мы с вами будем поднимать петли по контуру нашей заготовки. Сначала, получается, мы вот эти вот 18 петель вывяжем. Все петли вяжем лицевыми, так как подъем у меня связан платочными дорожками. Далее по этому краю у меня получится 21 петля поднятая. Поднимаем, получается, петли из каждой кромочной петли. Далее 8 петель, это наш мысочек. С этого края у меня также поднимется 21 петля. И эти 18 петель мы также будем провязывать. В итоге общее количество петель у меня будет 86 петель. Вот это вот количество петель у всех будет разное, так как мы вяжем слитки на разные размеры ножки, и именно в этом месте количество петель у нас не будет совпадать. Когда мы сейчас будем поднимать все петли по контуру нашей заготовочки, лучше воспользоваться спицей на леске. Если такой у вас нет, можно обойтись и чулочными. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее я вяжу все петли лицевыми. Вместе с кромочной у нас должно быть провязано 18 петель. Смотрите, накид я также вяжу за длинную стеночку, как мы вязали все оставшееся время. После того, как мы с вами провязали вот эти вот 18 петель, мы сейчас будем набирать петли по первому краю мыска. Вводим крючок за 2 дужки кромочной петли. Подхватываем рабочую ниточку, и у нас на крючке уже получилась 1 поднятая петля. Вот здесь вот, где стык у нас находится, хорошенько подтягиваем ниточку. Вводим крючок в следующую кромочную петлю за 2 дужки, и вот таким вот образом мы поднимаем все петли по контуру нашего слитка. Получается, из каждой кромочной петли у нас должна быть поднята 1 петля на крючок. После того, как мы поднимем все вот эти вот петли, у меня будет поднята по этому краю 21 петля. Я вот эти вот петли с крючка перенесу на мою рабочую спицу. Вот получается, я по мыску подняла все петли. И сейчас мы будем провязывать вот эти 8 петель, это петли мыска. Провязываем все эти петли лицевыми. Получается, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Все петли я провязала лицевыми. И теперь нам нужно поднять петли по второму краю мыска, таким же образом, как мы поднимали с вами с этой стороны. Получается, также ввожу крючок в кромочную петлю и поднимаю мою рабочую нить. У нас получается из одной кромочной петли получилась 1 поднятая петля. И получается, таким образом мы поднимаем также
И вот эти вот петли, которые мы с вами поднимем, это должно быть то количество петель, которые мы поднимали с первого края мыска. Количество петель с одного и со второго края должно быть равное. И далее мы вот эти вот петли перенесем на мою рабочую спицу. Вот получается, я подняла все вот эти вот петли, и мне осталось провязать 18 петель с этого края. Смотрите, если вы вяжете такими же круговыми спицами, как и у меня, и вот в некоторых местах вам будет неудобно ими вязать, в любом месте делаете вот такую вот петельку из лески и продолжаете вязать далее. Вот здесь вот на стыке у нас получается вот такое вот большое расстояние. Я подниму протяжку, наброшу на мою левую спицу и вот эти вот две петли провяжу одной лицевой и хорошенечко подтяну. Благодаря этому у нас не будет образовываться в этом месте очень большой дырочки. И далее провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Все, мы с вами подняли все петли по контуру нашей заготовочки. И сейчас будем вязать вот именно это количество петель, которые у меня сейчас на спице. Первый ряд мы с вами, получается, только что провязали, когда мы поднимали все петли. Приступаем ко второму изнаночному ряду. Первую петлю кромочную я снимаю, не провязывая, и далее я вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И таким образом довязываете вот этот вот ряд второй до конца. Встретимся в начале третьего ряда. Смотрите, я довязала до того места, когда у меня мой мысочек переходит в эту часть, где мы оставляли вот эти вот петли и не провязывали. И так как мы с вами делали в лицевом ряду, вот со второй стороны можно также здесь вот поднимаем протяжечку, чтобы не образовывалась дырочки на стыке. И провязываете вот эти вот две петли одной лицевой. Хорошенько ниточку подтягиваете и далее продолжаете вязать все петли лицевыми. Мы с вами, получается, провязали второй изнаночный ряд. И у нас по контуру нашей заготовочки получилась одна платочная дорожка, состоящая из двух рядов. Один лицевой, второй изнаночный. Если посмотреть на готовом слитке, нам розовой ниточкой нужно провязать вот здесь вот две платочные дорожки. Одну платочную дорожку мы с вами провязали вместе. Вторую платочную дорожку вяжем самостоятельно. Поэтому сейчас мы с вами свяжем два ряда самостоятельно. Один лицевой ряд, второй изнаночный. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля будет вязаться постоянно изнаночной. Встретимся, когда провяжете самостоятельно два ряда. И у нас по краю получится две платочные дорожки ниточкой розового цвета. Я провязала два ряда самостоятельно по контуру моей заготовочки, один лицевой, второй изнаночный. И у меня здесь по краю получилось две платочные дорожки. Вот таким вот образом у меня сейчас выглядит моя заготовочка. Ниточку розового цвета я буду обрезать, только обрезайте немножко подлиннее, чтобы вот этой вот нитью сшить вот этот край. И далее, получается, я буду присоединять ниточку вот этого голубого цвета и буду вывязывать дальше мой подъем. Присоединяю ниточку голубого цвета, первую петлю провяжу я лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее вяжу все петли лицевыми. И получается, довязываем таким же образом до конца ряда. В самом конце кромочная петля вяжется изнаночной. Я провязала один ряд, получается, ниточкой голубого цвета, все петли лицевыми. Вот этот вот наборный кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно, он нам не нужен. С этой стороны у нас располагается моя рабочая ниточка. Если посмотреть на готовом слитке, у нас здесь провязано 3 платочные дорожки. Вот первая, вторая и третья. 3 платочные дорожки это составляют 6 рядов лицевыми петлями. Мы
мы с вами связали один ряд только. Далее 5 рядов мы вяжем самостоятельно. Получается, все петли вяжем лицевыми, как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Встретимся, когда у нас будет провязано всего с этим рядом 6 рядов голубой нитью. И у нас также должно будет получиться 3 платочные дорожки. Я, получается, провязала самостоятельно 5 рядов голубой ниточкой. И у меня сейчас подъем мой состоит из 2 платочных дорожек ниточкой розового цвета и 3 платочных дорожек ниточкой голубого цвета. Далее мы с вами будем начинать вывязывать подошву. Приступаем к вывязыванию подошвы. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее вяжем вот лицевыми петлями. И таким образом у нас должно быть провязано вместе с кромочной 37 петель. После того, как мы с вами вывязали 37 петель вместе с кромочной, мы приступаем к вывязыванию 12 петель подошвы. Провязываем лицевой петлей первую петлю подошвы. После первой петли я вешаю маркер. Далее вяжу вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11. Мы с вами провязали 11 петель подошвы. Вешаем второй маркер. И у нас с вами осталась 1 12 петля подошвы. Я вот эту вот 12 петлю, это последняя петля подошвы, и 13 петлю провязываю в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание, первую петлю я, получается, снимаю, она у меня как кромочная, маркер перебрасываю, и до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй мой маркер перебрасываю, сразу после второго маркера мы вяжем в каждом изнаночном ряду 2 петли вместе одной лицевой. Переворачиваю вязание на лицевую сторону, первую петлю я снимаю, маркер первый перебрасываю, и до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной. Так мы вяжем в каждом лицевом ряду. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой. Так мы вяжем во всех изнаночных рядах. И так мы убавляем петли до тех пор, пока у меня здесь вот с каждого края не останется по 4 петли. С одной стороны 4 петли должно остаться, и со второй стороны 4 петли должно остаться. Получается, в каждом лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю, до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. Я довязала мою подошву, пока у меня с каждого края не осталось по 4 петли. С одной стороны 4 петли, это вот 12 петель подошвы, и со второй стороны 4 петли. Теперь мы с вами будем убавлять петли не только боковые, но и в петли в подошве. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее перебрасываю первый мой маркер, и далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня вот осталось до второго маркера 2 петли. Я эти вот 2 петли провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я также вяжу 2 петли, как и раньше, одной изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера.
У меня на спице осталось до второго маркера 2 петли. Я эти 2 петли вяжу одной лицевой за правые верхние стеночки. Маркер перебрасываю сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я 2 петли вместе вяжу одной лицевой. Переворачиваю вязание на лицевую сторону, первую петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня вот до второго маркера осталось 2 петли, я эти 2 петли провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая наша сторона. И так получается, вы вяжете далее в каждом лицевом ряду первую петлю вы снимаете, маркер, и далее вяжете все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. Вот эти вот 2 петли мы провязываем одной лицевой. Маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Так мы вяжем все лицевые ряды. Изнаночные ряды, первую петлю мы снимаем, маркер перебрасываем и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. Вот эти вот 2 петли я вяжу одной лицевой петлей. Далее в маркер вот второй перебрасываю, сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной, также лицевой, так как это у нас изнаночная сторона. Так мы вяжем, пока у нас не убавятся вот эти вот боковые петли. Боковые петли, получается, я убавила, и у меня осталось 4 петли, это петли подошвы. Рабочая ниточка у нас находится перед работой, никуда ее не перекручиваем. Первую петлю я снимаю, далее вяжу 2 вместе одной лицевой и последнюю вяжем изнаночной. И теперь у нас идет последний ряд подошвы. Я эти 3 петли вяжу вместе одной лицевой за нижние стеночки. У нас с вами получилась вот такая вот одна открытая петелька. Ниточку рабочую я обрезаю немножко побольше, чтобы сшить вот этот вот участок голубого цвета. Кончик этот продеваю сквозь петлю и петельку затягиваем. У нас с вами получилась вот такая вот подошва. Очень красивая, аккуратная, совершенно бесшовная. Далее берем иголочку с широким ушком и будем сшивать вот этот вот шов. Я вдела в иглу нитку, которую мы только что с вами обрезали. И смотрите, каким образом мы будем сшивать вот этот вот участок голубого цвета. Сшиваем, получается, не закромочную петли, а сразу за ними идут вот дужки от платочной дорожки. С одной стороны и таким же образом с другой стороны. Вводим иголочку в первую платочную дорожку. Иголку вводим снизу вверх с одной стороны и таким же образом с другой стороны. Теперь вот во вторую платочную дорожку дужка, которая находится сразу за кромочной косичкой с одной стороны и таким же образом с другой стороны. Следующую платочную дорожку будем сшивать с одной стороны и со второй стороны. Участок голубого цвета мы с вами сшили, шов получается ровный, аккуратный и практически незаметный. Далее мы эту вот ниточку голубого цвета выводим на изнаночную сторону, закрепляем по изнанке и обрезаем сразу же самостоятельно. Ниточку голубого цвета я уже спрятала, вдела в мою иголочку ниточку розового цвета, ту, которую мы с вами оставляли. И далее таким же образом мы сшиваем вот эти вот 2 платочные дорожки розового цвета. Вводим иголочку снизу вверх в дужку, которая располагается сразу за кромочной косичкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Смотрите, чтобы когда вот меняются цвета, вот здесь вот дырочки никакие не образовывались. Далее получается во вторую платочную дорожку вводим иголочку снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны.
После того, как мы с вами сшили вот эти вот две платочные дорожки ниточкой розового цвета, у нас идет вот этот рисунок. Смотрите, каким образом мы будем сшивать далее наш следок. Мы будем вводить иголочку между кромочной косичкой и лицевой дорожкой, вот за вот эти вот внутренние петельки. Получается, с одной стороны, вот видите, между кромочной косичкой и лицевой дорожкой внутренние вот эти петли. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. И таким образом мы будем сшивать всю розовую нашу часть. Ориентироваться лучше не на кромочные петли, а чтобы шов и шел просто равномерно. Я сшила вот этот вот шовчик, ниточку вот так вот потяните в разные стороны, чтобы ничего не стягивало наш следок. Далее вот эту вот нитку рабочую выводим на изнаночную сторону, закрепляем по изнанке и обрезаем. Вот такой вот шов практически незаметный у нас с вами получился. И после того, как мы сшили с вами вот этот вот розовый участок, я вдела в иголку нитку голубого цвета, и мы будем сшивать вот эту вот резиночку. Таким же образом, как мы сшивали все оставшееся полотно. Вводим иголочку снизу вверх, за внутренние дужки, которые располагаются между кромочной косичкой и лицевой дорожкой с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И со второй стороны. И после того, как мы сшили с вами вот этот вот шов голубой нитью, я ниточку также вывожу на изнаночную сторону, закрепляю по изнанке и обрезаю. После того, как мы сшили следок, спрятали все кончики, у нас с вами получился вот такой результат. Следки очень красивые, ажурные. Вяжите для себя, радуйте своих близких. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.